Which path will you take? the vizier asked. The path of needles or the path of pins? I'll take the path of pins, said the girl. Что общего между готической Алисой Американо Маги, стимпанковой Lies of P и нуарной Wolf Among Us? Все верно. Они вдохновлены классическими детскими сказками, которые нам хорошо известны. Ладно, последняя основана на серии комиксов, но та, в свою очередь, основана сразу на всех существующих сказках. Я это к тому, что мы уже видели много разных адаптаций популярных небылиц. От красочных мультфильмов и мрачных видеоигр до театральных постановок и кино с живыми актерами. Неважно, насколько сильно отличалась бы форма и тон интерпретации, основные события остаются по большей части нетронутыми. Однако, в зависимости от намерений рассказчика, одна и та же сказка может стать как безобидной притчей, призванной привить ребенку базовую систему ценностей, так и платформой для поднятия остросоциальных проблем для публики постарше. В этом и кроется вся прелесть сказок. В них нет какого-то строгого канона, и они легко подстраиваются под нужды автора и целевой аудитории. Так, например, довольно вульгарная история о бабушке неизвестного автора стараниями Шарля Перро превратилась в «Красную шапочку», оставив позади все непристойности, но получив более трагичную концовку и явно выраженную мораль. А когда ее позднее переписали братья Гримм, история снова обрела счастливую концовку, что, на мой взгляд, обесценило основной смысл, но сейчас не об этом. На протяжении веков сказка о Красной Шапочке продолжала обзаводиться все новыми толкованиями, впитывая в себя части окружающей реальности, взглядов автора и меняя свою структуру, мораль и стиль. Менялось как содержимое корзинки, так и обстоятельства, при которых Шапочка выживала после встречи с волком, если вообще выживала, конечно же. И на каждую такую вариацию найдется все больше вариантов интерпретации. Одни видят ее как историю о взрослении, другие скажут вам, что она о гендерном неравенстве, а третьи очень толсто высмеют взгляды вторых, в очередной раз переписав оригинал. Так или иначе, остается неоспоримым фактом, что в сказках лежит бесконечный потенциал, готовый послужить основой для творческих экспериментов. И у меня сегодня есть отличный наглядный пример этому заявлению. Игра, которая вобрала в себя самые интересные части всех вариаций, пропитана уникальным креативным видением и опытом ее создателей, в итоге став самой глубокой и мрачной интерпретацией оригинала. Она содержит корни, уходящие прямиком в темные времена человеческой истории, при этом исследуя весьма актуальные проблемы современности. Это повесть о детской наивности, тяготах взросления, депрессии, жестокости, феминизме и каннибализме. Устраивайтесь поудобнее и слушайте. Начинается она как-то так. В начале игры вы так же, как и Красная Шапочка, получаете простые наставления. Иди домой к бабушке и не сворачивай с пути. Вы беспрекословно следуете этим словам и добираетесь до пункта назначения уже под вечер. Дом находится не в лучшем состоянии, но оно и понятно, ведь бабуля не здоровится. Пройдя через пару странных комнат, вы входите в спальню наверху, и вот она, отдыхает в своей постели. Вы замечаете в комнате волка, но это лишь безобидное чучело некогда свирепого хищника. Кажется, в этот раз обойдется без помощи местного лесоруба. Красная Шапочка устраивается поудобнее на кровати, и вы получаете экран результатов. Найдено предметов 0, разблокировано комнат 0, встреча с волком не состоялась, и ваше прохождение завершается провалом. Но как же так? Ведь Красная Шапочка всего лишь послушалась маму и не поддалась желанию пойти собирать цветы или делиться личной информацией с незнакомыми волками. Игра будто бы хочет, чтобы мы нарушили простые правила, данные нам в самом начале пути. Чтобы вспомнили, каково быть наивным ребенком, не ведающим об опасностях, поджидающих в глубине лесной чащи. По крайней мере, в истории этой Красной Шапочки. А в игре их целых 6. Трудно представить, но изначально их должно было быть 144, когда Аурея Харви и Микаэль Самин из студии Tale of Tales задумывали игру как нечто больше напоминающее классические survival-хорроры. Однако на инди-просторах поздних нулевых выживать приходилось самим разработчикам. Действительно экспериментальные проекты редко получали финансирование привычным путем.
Потому Tale of Tales то и дело, что приходилось брать кредиты и прибегать к помощи правительственных организаций для воплощения своих идей в реальность. И проблема заключалась в том, что их игры скорее были арт-инсталляциями, нежели видеоиграми в традиционном смысле, что значительно осложняло маркетинг. Все их игры оказывались на перепутье. С одной стороны, их геймплей был недостаточно комплексным для среднестатистического геймера, а с другой – слишком интерактивным для простых ценителей искусства. И The Path в этом плане тоже не была исключением. Те, кто еще успел застать времена без летсплееров, скибиди и тиктока, наверняка помнят такой термин, как «бродилка». Так вот, The Path является самой настоящей бродилкой. Если в симуляторах ходьбы вы идете по заданному сюжетному маршруту, то в этой игре вы натурально бродите по лесу, взаимодействуя с разными предметами, пока не достигнете своей цели. Никаких диалогов, никаких кат-сцен, боевой системы, древа талантов, степени редкости лута и прочего. Однако в этой простоте и кроется вся прелесть игры. Прямо как в той поговорке, The Path показывает, а не рассказывает. То тут, то там девушки могут обронить фразу, отражающую их мировоззрение и мысли по поводу каких-то конкретных вещей. Но по большей части, игра ожидает, что вы сопоставите всю информацию и символизм сами. Для многих абстрактность повествования может показаться бессвязной и претенциозной. Но, во-первых, это вкусовщина, а во-вторых, это как раз и делает игру такой глубокой. Tale of Tales дают нам кусочки пазла, которых недостаточно, чтобы собрать его целиком, нарочно, чтобы мы сами заполнили все пустые места. Благодаря этому, каждый игрок увидит в этой истории что-то свое, посмотрев на события через призму собственного жизненного опыта. Да, звучит, будто я говорю это с бокалом вина в руке, но в этом и суть искусства. Либо оно с вами резонирует, либо нет. Но самым впечатляющим аспектом игры, кроме глубокого сюжета, который мы разберем чуть позже, несомненно является внимание к деталям. Поскольку полноценный захват движения для такой маленькой студии был попросту недоступен, умения художницы по анимациям Лоры Рейнс-Смит пришлись команде очень кстати. Анимации каждой из девушек не просто выполняют свою техническую функцию, но и напрямую отражают их характеры. Манера походки, бег, взаимодействие с предметами и их поднятие уникальны для каждой из шапочек, что вдохнуло в персонажей и в саму игру жизнь. Благодаря этому мир игры может и не выглядит реальным в привычном понимании, но абсолютно точно ощущается реальным. Вообще, The Path является очередным доказательством того, что Art Direction намного важнее качества самой графики. Грубые и мрачные рисунки Ауреи гармонично вписываются в готическую эстетику игры, а постэффекты в совокупности с экспрессивным саундтреком и анимациями создают атмосферу меланхоличной и жестокой сказки, при этом не теряя ее особую красоту и очарование. Мне правда нравится эта игра, но это отнюдь не означает, что она идеальна. В ней есть как мелкие баги, так и, судя по всему, проблемы на современных системах, с которыми я за 2 прохождения, к счастью, не столкнулся. Разработчики все еще поддерживают ее патчами, но с каждым обновлением Windows возрастает риск того, что однажды The Path окажется попросту не подлежащей ремонту. Потому я настоятельно рекомендую вам поиграть в нее самим, пока такая возможность еще есть. Серьезно, она сама по себе стоит недорого и часто продается по скидке, да и проходится за пару часов, но в памяти останется надолго, если не навсегда. Но если спойлеры вам не страшны, и вы здесь ради анализа сюжета и тем игры, тогда вы пришли вовремя, потому что я как раз собирался этим заняться. Так что давайте приступим. Little girls, this seems to say, never stop upon the way. Жила-была девочка по имени Робин. Из всех 6 сестер она была самая маленькая, и потому самая простодушная и любопытная. Как и подобает ребенку 9 лет, Робин просто обожала играть, бегать, прыгать и больше всего кататься верхом. Она никогда не понимала, почему мать запрещает ей играть в лесу, ведь там наверняка можно найти много веселого. Из лесной чащи она часто слышала скрип качелей и вой, похожий на волчий, звуки ее любимых вещей в этом мире. И вот однажды
Мать отправила ее проведать бабушку, которая живет в одиноком домике посреди леса, с одним лишь наставлением – не сворачивай с тропы. Хоть Робин и была послушной девочкой, в этот раз любопытство взяло над ней верх, и она в припрыжку отправилась в саму лесную чащу. Собирая по пути цветы, она обнаружила заброшенную детскую площадку, будто бы построенную здесь лично для нее. Она каталась на качелях и спускалась с горки снова и снова, пока ее внимание не привлекло кое-что поинтереснее. Вдалеке виднелось, как она вскоре поняла, старое кладбище. Робин совсем не боялась подобных мест и никогда не понимала значения могил. «Люди умирают, и мы сажаем их в землю, как цветы», – думала она, копаясь в мягкой сырой земле. И тут она увидела существо, напоминающее своими очертаниями ее любимое животное. Это большое и лохматое нечто было лишь похожим на волка, но ходило на двух лапах и будто бы не обращало внимания на маленькую Робин, которая, в свою очередь, только и думала, что о его мягкой шерсти и о том, какой приятной она может быть на ощупь. Не раздумывая, она запрыгнула волку на спину. Тот начал бегать и брыкаться, пока не раздался громким воем. То, что произошло дальше, будто бы стерлось из ее памяти. Все, что она помнит, это как пришла в себя неподалеку от бабушкиного домика. С большим трудом добравшись до него под проливным дождем, Робин обнаружила, что внутри царил беспорядок. На дверях виднелись царапины, похожие на следы когтей дикого зверя. Несмотря на полумрак, она продолжала двигаться вглубь дома. Мимо перевернутой детской кровати, праздничного торта, подарков и шариков, она все шла и шла, под пристальным взглядом полной луны, пока наконец не попала в длинный коридор, в конце которого медленно отворилась дверь. Войдя в нее, Робин даже одуматься не успела, как оказалась в свежевырытой могиле. В тот момент она все поняла. Она усвоила этот урок. Дети, в силу своей наивности и недостатка жизненного опыта, не могут осознать определенные концепты. Они видят мир совсем по-другому, не ведая о его жестокости, в которой все живое обречено бороться за выживание до конца своих дней. Увидев мертвую птицу, выпавшую из гнезда, им даже не приходит в голову, что каждое живое существо смертно, без исключений, включая их самих. Безусловно, детям можно объяснить, что смерть означает для живых, и почему на кладбищах всегда так тихо и угрюмо. Но как передать словами ее неизбежность и неизвестность, которую она в себе таит? Как объяснить ребенку, что такое боль, и насколько хрупкими являются наши тела? Только столкнувшись с этими вещами лицом к лицу, мы наконец осознаем, что они означают, и это полностью меняет наше мировоззрение на всю оставшуюся жизнь. К сожалению для Робин, этот урок оказался весьма жестоким. Милый и пушистый в ее глазах волк оказался яростным и жестоким хищником, ответившим на ее игривость агрессией. В большинстве случаев волки не нападают на людей, если их не спровоцировать, но Робин об этом, конечно же, не подозревала, ведь думала, что все в этом мире существует для ее развлечения. Ослушавшись наставлений матери и сойдя с тропы, она узнала о собственной бренности на личном горьком опыте, и полученные тогда травмы будут напоминать ей об этом дне до конца ее жизни. История Робин является самой близкой к оригинальной сказке о Красной Шапочке. Это видно как по ее более классическому наряду, так и по внешнему виду самого волка, если сравнить его с волками из других историй в этой игре. Однако внимательные люди наверняка заметили, что этот самый волк подозрительно похож на обычного оборотня, и это неспроста. Дело в том, что в одной из первых версий сказки, корни которой уходят в темные века человеческой истории, антагониста обозначали словом «бзу», что приблизительно означает «оборотень», а если точнее, человек, способный превращаться именно в волка. Во времена охоты на ведьм и колдунов ликантропия была весьма популярным проявлением службы дьяволу среди мужчин. На этой почве людей приговаривали к нечеловеческим пыткам, во время которых они, естественно, признавались в чем угодно, что затем заканчивалось жестокой казнью.
Таким образом, на обвиняемых вешали не только жертв диких животных и несчастных случаев, но и зверств, причиненных в ходе войн, утверждая, что преступления были совершены в волчьем обличье. Эти события нашли свой отклик в европейском фольклоре, из которого и походит, вы догадались, сказка о Красной Шапочке. Оборотень – это в первую очередь человек, принимающий подобие волка. То есть какой бы дикой ни была его натура, он действует из личных побуждений, а не животного инстинкта. В интерпретации Шарля Перро есть мораль, суть которой в том, что девушкам не стоит водиться с незнакомцами. По его словам, не все волки являются злыми и жестокими. Некоторые из них могут показаться сдержанными и ласковыми. Они следуют за молодыми девушками по улицам и даже к ним домой. Такие волки самые опасные из всех. Для своих 11 лет Роуз была весьма смышленой девочкой. Взрослые называли ее старой душой в молодом теле, и это описание ей очень подходило. Ко всем живым существам она относилась с любознательностью ребенка и заботой взрослого. Роуз была доброй, послушной девочкой, потому когда мать поручила ей отнести бабушке хлеба и вина, она отправилась как можно скорее, ведь та наверняка с нетерпением ждала ее визита. Однако, шагая по тропе, ровно разделяющей лес из высоких и угрюмых деревьев, что-то будто бы тянуло ее сойти с пути, отложить свои обязанности и последовать на зов неизвестного. Терзаемая сомнениями, она делала один осторожный шаг за другим, пока, сама того не заметив, не очутилась посреди мрачной лесной чащи. Но Роуз не испугалась. Напротив, она словно была готова к любому исходу, который последует за ее весьма неразумным поступком. В отличие от Робин, ей было прекрасно известно, что такое смерть. Однако она ее совсем не страшилась. То, что многие считают концом, для нее было лишь продолжением нескончаемого цикла, освобождением от земной оболочки и единением с чем-то большим, чем-то неподвластным нашему пониманию. Физическое тело удерживало ее душу на земле, как птицу в клетке. Птицу, чье естество стремится к полету, быть невесомой и неуловимой, как дымка. «Быть может, вода сможет подарить мне эту легкость, удерживая мое тело своей гладью», – подумала Роуз, глядя на озеро, виднеющееся за густыми стволами деревьев. Подойдя ближе, она заметила едва различимый силуэт вдалеке, нечто напоминающее человека, парящее среди тумана. Лодка, пришвартованная у берега, будто только и ждала, чтобы кто-то отправил ее в плавание. И Роуз охотно оказала ей эту услугу. Отплыв как можно дальше от берега, она вдруг почувствовала невероятную легкость, настолько сильную, что непроизвольно начала подниматься в воздух. Она парила, растворяясь в тумане. Она была туманом, невесомым и неуловимым. Вот что чувствует душа, отлетая на небеса. Если прошлая история базировалась непосредственно на осознании собственной смертности, то здесь фокус перемещается на духовную составляющую этого вопроса. Жизненные взгляды Роуз полностью сформированы влиянием взрослых, но это не лишило ее детской наивности. Она была из тех, кто, найдя драгоценный камень, отдала бы его нуждающимся. А найдя на улице шприц, волновалась, что кому-то он может сейчас пригодиться. Полная самоотдача и слепая забота сделали ее такой умной в глазах старших, но на деле же Роуз все еще была ребенком. В присутствии детей не говорят о взрослых вещах. Все невзгоды принято прятать за широкими улыбками и грустными взглядами, делая все возможное, чтобы оградить их от хаоса жизни. Не только для того, чтобы дать ребенку беззаботное детство, по которому он будет скучать позднее, но и потому, что дети впитывают все вокруг словно губки. Услышав какую-нибудь фразу, они могут принять ее всерьез, даже не ведая обо всех нюансах, которые могут в ней скрываться. Роуз не были интересны дискуссии по поводу того, живет ли среди облаков бородатый старик, воскресал ли его сын после смерти от рук римлян, и что его плоть и кровь якобы находятся у нее в корзинке. Вместо этого она проявляла большой интерес к идее существования души. Нечто, присутствующее во всех живых организмах, являющееся частью всего сущего, самой Вселенной, очаровало ее.
Она мечтала о дне, когда, освободившись от земной оболочки, взлетит на небеса и станет частью чего-то большего. Как ее молекулы разлетятся по ветру, словно туман, соединятся с деревьями и облаками. Но раствориться в тумане означает умереть. И случись такое, близким наверняка будет ее не хватать. Хоть она и верила, что тоска по кому-то является неотъемлемой частью жизни, Роуз могла лишь предаваться фантазиям, пока тело удерживало ее душу на земле. Если бы она была птицей, то обязательно попыталась бы взлететь, даже под страхом разбиться, выпав из гнезда. Но на деле она скорее была воздушным шариком, туго привязанным веревкой. Она кружилась, представляя, что такое же головокружение, наверное, испытывает душа при полете. Однако она знала, что только вода может подарить ее телу ту желанную невесомость. Облачный волк, которого Роуз встретила на озере, олицетворял собой все, о чем она мечтала. Он грациозно парил в тумане, едва ли имея физическую оболочку, был загадочным и неуловимым. Этот волк никому не желает зла, он просто есть. Как погода, которую невозможно изменить. Так же, как и остановить разрушения, которые за ней следуют. Роуз была полностью им очарована и могла лишь смириться со своей участью. Ведь в конце концов именно такого исхода она и хотела. Она больше не желала возвращаться на Землю, беззаботно растворяясь в воздухе. Но осуществить этот полет до конца ей не удалось. Возможно, ее час еще не настал. Замерзшая и промокшая до нитки, она все же добирается до бабушкиного дома, а этот случай позволил ей понять очень важную вещь. В попытках защитить других, Роуз забывала, что опасность может поджидать ее саму, что раствориться в пустоте она еще всегда успеет, а до тех пор у нее впереди еще целая жизнь, о которой ей еще многое предстоит узнать. От своих младших сестер Джинджер отличалась весьма бойким характером. Она была непослушной и очень энергичной девочкой. Всегда искала приключений на свою рыжую голову. Палки и камни ей были гораздо интереснее, чем куклы, а лес куда роднее детских площадок. Сентиментальная ценность предметов была ей чужда, их практичность, с другой стороны, она находила весьма полезной. Отправляясь к бабушке, Джинджер всегда выбирала самый веселый маршрут, подальше от безопасной тропы. Она полностью отдавалась играм в пиратов, ученых или скаутов, забывая о своих обязанностях. Но в свои 13 лет она хорошо знала об опасностях дикой природы, потому хоть с виду и могла казаться беспечной, всегда действовала сообразно. Ее воображение и независимость скрашивали одинокие игры в лесу, пока однажды она не набрела на поле с высокой травой, озаренное солнечным светом, в окружении мрачных безжизненных деревьев. Она готова была поклясться, что видела там кого-то, но, подойдя ближе, поняла, что это было лишь одинокое пугало с тыквой вместо головы. Тут у нее перед глазами погас свет, будто перегорела старая лампочка, и она почувствовала, как нежные руки обхватили ее голову. Повернувшись, она увидела девочку в красном платье, на вид того же возраста. Они тут же принялись играть в догонялки, бегали и резвились среди цветов, под взором пустых глазниц тыквы. Лежа на траве вместе с новой подругой, Джинджер забыла обо всем на свете, потеряв счет времени. Уже вечерело и шел дождь, когда она наконец переступила порог бабушкиного дома. Она была здесь уже много раз, но теперь дом было просто не узнать. Окна, двери и даже пол были сделаны из ржавой металлической сетки. Пряди черных волос простирались через целые комнаты, двигаясь в хаотичном потоке. Зайдя в детскую, Джинджер внезапно стала настолько крошечной, что могла пешком пройти под кроватью. Она прошла мимо солдатиков из скелета динозавра, перебралась через качелю, переступила через старый ботинок и, наконец, оказалась в большой комнате, где с потолка сыпались перья, а вдоль пола была протянута колючая проволока. Очарованная красотой перьев, Джинджер зацепилась за проволоку и упала. Перед глазами снова потемнело, но в этот раз она была совсем одна.
С раннего возраста наше окружение навязывает нам свои ценности и взгляды, хотим мы этого или нет. И будучи детьми, мы об этом даже не задумываемся. Общество диктует нам, как следует себя вести, как одеваться, чьему примеру следовать, какие вещи любить, а какие ненавидеть. Нас учат, что юбки носят только женщины. Макияж мужчинам разрешен только если они играют black metal, а проявлять чувства – это для девчонок. Настоящие мужчины держат эмоции в себе и медленно саморазрушаются, в одиночестве, пока никто не видит. Девочки же любят сплетничать, проходить тесты на совместимость и, я не знаю, розовый цвет, наверное. Но что если девочке скучно играть в дочки матери, а мальчику больше по душе чаепитие, нежели битье крапивы палкой? Окружение тут же показывает сопротивление, осуждая любое инакомыслие. И вполне нормальной реакцией является встречное сопротивление в виде отказа следовать социальным нормам и гендерным стереотипам. Но это, конечно же, не означает, что Джинджер – 13-летняя нигилистка с кризисом гендерной идентичности. Ее историю можно трактовать и так. Но правда в том, что она просто находится в том возрасте, когда в женском организме происходят важные физиологические изменения. Появившийся при этом стыд и дискомфорт означает, что детство подошло к концу. Впереди неминуемое взросление. Взросление, которое Джинджер совсем не интересует. В своем окружении она видит, что ее ждет. Неудовлетворенность жизнью, вечный поиск мужского внимания, бремя ответственности за себя и других, стремление оправдать чужие ожидания. Куда проще оставить все как есть, остаться ребенком беззаботно играющим в лесу, лазать по деревьям, рисовать граффити, бросать вещи в костер и смотреть, не последует ли за этим взрыв. Однако время не стоит на месте, и сколько ни пытайся отложить неизбежное, оно обязательно тебя настигнет. Может, сегодня ей будет весело играть с девочкой в красном, бегать по полю и лежать, смотря на пролетающие в небе облака. Но рано или поздно этому придет конец. Она страшится стать похожей на других девушек и делает все возможное, чтобы этого не произошло. Проявить интерес к девчачьим вещам означает сдаться, смириться с неизбежным. А Джинджер это нужно в последнюю очередь. Платья и юбки не для нее. Она отдает предпочтение более практичной одежде, которая не мешает проползать через дыры в заборах. Внимание мальчиков ей тоже не интересно, разве что оно касается игры в пиратов или разбиения лагеря, в котором она, естественно, будет главной. Но ее женская сторона все же находит отклик в ее внешнем виде. Модные ремни, чокер и перья в волосах не дают забыть, что она все же девочка, как бы она ни пыталась оправдать их практичность в диких условиях. Ее волк, девочка в красном, является отражением женственности Джинджер. Девочка в красном имеет то, чего той недостает. Она подшучивает на ней, заманивая в свои сети, показывая, что любовь к более грубым играм не делает ее менее женственной. Она тоже не хочет взрослеть и готова потакать желаниям Джинджер столько, сколько потребуется. Но ее хватка становится все сильнее. Некогда мягкие пряди ее волос превращаются в колючую проволоку, удушающую и причиняющую боль. Конец уже близок, он неотвратим, и Джинджер это понимает. Руби была из тех людей, что считают себя реалистами, но с точки зрения философии являются пессимистами. Ее стакан всегда наполовину пуст, да и в его содержимом есть смысл только если это яд. Циничный взгляд на жизнь и особая манера одеваться заставляла окружающих называть ее готом, хотя в глазах Руби это было лишь ярлыком, удобным способом обезличить человека. Скобы на ноге уже давно можно было снять, но она отказывается, говоря, что нога все еще болит. Правда, не уточняя, где именно. Может, причина этому жалость окружающих, которая ей по душе, хотя Руби, конечно, в этом никогда не признается. В разложении и упадке она видела нечто завораживающее, олицетворяющее грязную человеческую натуру. Она принимала этот упадок с распростертыми объятиями, находя спасение в его пороках. Такое поведение пагубно сказывалось на ее здоровье, но ей было все равно. Сбегать от реальности в том, что называют «дурной компанией», ей было милее общения со всякими идиотами в школе. Однако настоящих друзей у Руби не было, потому она часто бродила одна, погруженная в свои мысли.
Прямо как в тот день, когда мать попросила ее отнести бабушке хлеба и вина. Идея придерживаться тропы даже не посещала ее голову, когда она, прихрамывая, отправилась в лес. Первой на ее пути встретилась ржавая развалюха, едва ли напоминающая автомобиль. «Ржавчина куда прекраснее краски», – подумала Руби, уходя. Ноги уже начали подавать признаки усталости, и как нельзя кстати ей подвернулось брошенное инвалидное кресло. Сидя в нем, Руби на миг почувствовала себя парализованной душой, обреченной созерцать окружающий мир. Чувство до боли ей знакомое. Совсем не волнуясь о времени, она прилегла на цветочном поле, где стояло пугало, представляя, как его пустая голова красуется на серебряном блюде, а старушка никуда не денется. И, наконец, Руби набрела на заброшенную детскую площадку. Памятник временам, которые уже не вернуть, оставленный на долгую мучительную смерть от коррозии. Здесь она встретила знакомое лицо. Другие назвали бы его плохим парнем, может даже опасным, но Руби что-то в нем нашла. Его прокуренный маслкар и вечно вымазанные в моторном масле руки она находила очаровательными. Сидя рядом с ним на лавочке, она твердо решила начать курить. На самом деле уже давно хотела, ведь курение укорачивает жизнь, а жизнь – сплошная скука и уныние. Сама не понимая как, Руби оказалась в нескольких метрах от бабушкиного дома. Зайдя в него, она не обнаружила ничего странного. Обычный старый дом с обычной кухней и ступеньками на второй этаж. Однако все было окутано каким-то странным дымом, напоминающим выхлопные газы 8-цилиндрового двигателя. Стена вдруг вытянулась в длинный коридор со школьными шкафчиками, мимо которых Руби проходит по несколько раз в день. В школьном спортзале, который необъяснимым образом здесь оказался, она увидела знакомый маслкар. Рев его мотора становился все громче, и вблизи стало понятно, что он разбит, словно попал в аварию. Коридор извивающихся железных труб и бетона привел ее в комнату с каруселью, на которой была установлена кровать. Руби не заметила, как с потолка сорвалась качель, и не успела увернуться. Лежа на полу, она могла лишь наблюдать, как зрение застилает черная пелена. Старшая школа – очень странный период в жизни подростка. Мы начинаем испытывать возможности собственного организма и нервы родителей, слушаем самую абразивную музыку, которую только можем найти, и, конечно же, строим всю свою личность на персонажах любимых сериалов. В этом чистилище для уже не детей, но еще не взрослых, мы понимаем, что перед неопределенностью жизни все равны. Просто некоторым удается это достаточно убедительно скрывать. Мы часто слышим, что это лучшие годы нашей жизни, и что нужно их ценить, потому что дальше все скатывается в пропасть. Но как можно наслаждаться настоящим, зная, что будущее столь туманно и безрадостно? Это толкает нас к деструктивному образу жизни. Плохие компании, сигареты, дешевая выпивка – все что угодно, лишь бы заглушить шум приближающейся участи. Мы ищем спасения среди себе подобных, тех, кто разделяет наши взгляды на жизнь и вкусы к музыке. Да в ком угодно, если они готовы принять нас всерьез. Руби нравится наблюдать за упадком общества, как люди строят свои пустые мечты, лицемерно притворяются дружелюбными ради собственной выгоды, обманывают, предают и манипулируют. Ранняя беременность, несчастливый брак, работа 9 на 5 и редкие встречи с друзьями на выходных, при условии, что дружба вообще сохранится после школы, вот какая жизнь их ждет. Потому она предпочитает оставаться в стороне, быть свидетелем этого разложения, а не его участником. Это тяжелая ноша, обрекающая на долгое и унылое существование, и Руби не терпится с ним покончить, оказаться в самом конце своего пути, чтобы наконец освободиться. Однако она не желает непосредственно смерти. Даже задумываясь о разных вариантах оборвать свое существование, ей доставляет удовольствие сама возможность это сделать, иметь право выбора. На деле же она предоставляет это дело случаю. Может, надпись на пачке сигарет окажется правдивой, и они укоротят ей жизнь. Она может подхватить какую-то серьезную болезнь, ну или попасть в ужасную аварию на мотоцикле. Все, что ей остается, это ждать. Ждать, пока не придет старость, и природа не возьмет свое. А тем временем она продолжит встречаться со старшими ребятами, влипать в неприятности и жалеть себя.
Но ирония в том, что таким поведением она предается тем же порокам, в которых винит остальных. Романтизируя свое саморазрушение, Руби лишь оправдывает прожигание жизни, которым занимается. В ее истории нет какой-то явной морали. Здесь имеется лишь намек на то, что после аварии, в которой она попадает со своим волком, она может начать ценить жизнь, какой бы гнилой она ни была. Осознать, что экзистенциальный кризис испытывают все, но это не мешает нам находить вещи, способные снова и снова удерживать нас от желания шагнуть во тьму. Момент освобождения рано или поздно придет, потому не стоит торопить события. И как гласит название одного чертовски хорошего альбома, ты не уйдешь раньше, чем тебе позволено. Из всех 6 сестер Кармен была самой взрослой и красивой, по крайней мере, если спросить ее саму. На самом же деле она появилась в семье второй. Имея пылкий нрав и тягу к приключениям, в том числе любовным, она была частой гостьей на различных вечеринках. Поздно возвращаться домой, нарушая комендантский час, было для нее обычным делом. Ей нравилось пить и веселиться, но за этим скрывалось нечто более глубокое. Кармен видела себя классической роковой женщиной, сердцеедкой, каких показывают в кино. Хотя на самом деле она жаждала лишь чуточку внимания. Быть может, от приятного симпатичного мужчины, который защищал бы ее и обнимал по ночам. Но, увы, это тепло и комфорт она могла испытывать, разве что принимая горячую ванну. Отправляясь к бабушке, она решила как можно быстрее расправиться с этим поручением, чтобы успеть до вечера. Это, правда, отнюдь не означало, что она пойдет по тропе, прямиком к домику старушки. Полностью погруженная в свои мечты, она шла по лесу, представляя, как множество глаз провожают ее взглядом. Она была не против дать им на что посмотреть. Такое количество деревьев вокруг напомнило ей о том, как влюбленные парочки вырезают в них свои инициалы. Но Кармен такая возможность пока не представилась. Романтические мысли прервал едва различимый звук, доносящийся из глубины леса. Он повторялся снова и снова, методично, с одинаковым интервалом. Кармен не могла противиться соблазну последовать к его источнику. Звук был уже совсем близко, когда она вышла на небольшую поляну, на которой был разбит лагерь. Сарай для инвентаря, просторная палатка, ящик с пивом и место для костра. Кажется, кто-то живет здесь уже какое-то время. И верно, звук, который привел ее сюда, оказался стуком топора. Мать рассказывала ей, что в этих местах часто можно встретить лесорубов. Они могут показаться грубыми и неотесанными, прямо как стволы деревьев, которые рубят, но всегда готовы прийти на помощь, если случится беда. Кармен решила во что бы то ни стало привлечь его внимание. Сперва она нахально взяла из ящика пива и опустошила банку, но ему, кажется, было все равно. Подкравшись незаметно, она стащила кепку прямо с его головы, но в ответ последовал лишь недоумевающий взгляд. Тогда Кармен принялась разводить костер и уселась рядом, вглядываясь в танцующие языки пламени. Тепло огня ласкало ее кожу, снимало ее слой за слоем, пока та не растаяла в его свечении. Наконец упрямый лесоруб сдался и присел рядом, молча протянув ей банку пива. Она добилась своего, он все-таки обратил на нее внимание. Ей больше не придется быть одной. Не ведая как, Кармен оказалась в паре шагов от бабушкиного дома. Сам дом был прежним, но за все свои визиты она точно заметила бы циркулярную пилу, что красовалась вместо вентилятора, а двери и стены были помечены, словно деревья, ждущие своей участи. До ее ушей донеслись новые звуки, такие же ритмичные, как в лесу, но в этот раз пронзительные и металлические, будто молот ударял по наковальне. Идя на его источник, Кармен оказалась в просторной комнате с бассейном. Все выглядело знакомо, но в то же время совсем неправильно. Стулья оказались на дне, а спасательная вышка состояла из грязных матрасов и старого кресла. К ритмичному лязганию металла добавился скрежет ручной пилы с легкостью проходящей сквозь дерево. Но был здесь еще какой-то звук, новый, хоть и довольно знакомый. В узком коридоре ее слух заполонили стоны, балансирующие на грани боли и удовольствия, а пила стала настолько громкой, что от ее шума было не скрыться. Внезапно все затихло, кроме одинокого стука топора.
Он привел ее в спальню, посреди которой красовалось большое дерево, проросшее прямо через кровать. Кармен открылась жестокая истина, но, увы, было уже слишком поздно. Эта история, несомненно, самая неоднозначная из всех 6, как по предмету, который она исследует, так и по методу его изображения. На поверхности она рассказывает о том, как молодая девушка в силу своей беспечности вступает в отношения с мужчиной намного старше нее. И если учесть, что имя Кармен является отсылкой к любимой многими ютуберами новелле Набокова «Лолита», сразу становятся видны параллели. Но в отличие от 12-летней Долорес Хейс, Кармен 17, а волк ее вовсе не похищал. Она сама охотно пришла к нему в лапы. Многие решат, что здесь идет речь об изнасиловании, и на то есть весомые причины. Еще в 1975-м в своей книге «Против нашей воли» писательница Сьюзен Браун-Миллер называет «Красную шапочку» притчей об изнасиловании, исследуя сказку с точки зрения динамики власти в отношениях мужчин и женщин. Она берет в пример версию братьев Гримм, которая потеряла поучительную мораль Шарля Перро, но мысль ясна. И то, как создатели игры обманывают наши ожидания, превратив доброго лесоруба, приходящего на помощь любой мамзели, в волка, будто бы продолжает идею Браун-Миллер. Однако в этой истории речь идет скорее об абьюзе и сексуализированном насилии в целом. Кармен родом из неполной семьи, с матерью, которая вынуждена работать днем и ночью, чтобы прокормить 6 детей. У нее не было времени и сил, чтобы дать девочкам полноценное воспитание, они были предоставлены сами себе. Однажды мать встретила мужчину, который, по словам Кармен, должен был стать их спасителем, но вместо этого оказался разрушителем. Он был груб и жесток, но то, с какой уступчивостью и нежностью к нему относилась мать, создало в голове Кармен искаженное представление о взрослых отношениях. А уроком сексуального воспитания ей послужил момент, когда она вошла к ним в спальню, услышав громкие стоны. В ее глазах роковая женщина не меняла мужчин как перчатки, а прогибалась под превосходящей ее силой, убеждая себя, что делает это по собственному желанию, что манипулирует мужчиной, позволяя собой так обращаться. Никто из сверстников, с которыми Кармен знакомилась на вечеринках, не мог воплотить ее желаний, потому она решила обратиться к их источнику. Ведь рядом не оказалось никого, кто мог бы объяснить ей, что это неправильно как минимум по нескольким причинам. Лесоруб не проявлял к ней никакого интереса. Все, что его заботило, это рубка деревьев. Такие люди, как он, полностью уходят в свое дело. Они упрямые, методичные и грубые. Его все устраивало, перемены были ему ни к чему. У него была работа, которой он был одержим, женщина, удовлетворяющая его желания, а девочки были достаточно дисциплинированы, особенно под страхом его гнева. В тот день Кармен без спроса взяла его пиво, забрала кепку, скрывающую лысину, которой он стыдился, а потом уселась у его костра, показывая, что никуда уходить не собирается. В конце концов они выпили, это повлияло на принятие решений, слово за слово, и все произошло. Думаю, всем понятно, что взрослый мужик не должен вступать в отношения с несовершеннолетними, независимо от того, как близко они находятся к возрасту согласия. И останавливать его должен в первую очередь не страх наказания, а банальная человеческая порядочность. Когда-то люди представляли будущее, в котором мы сейчас технически живем, как мультикультурное общество, со свободой самовыражения и более широкими границами морали. В частности, что люди начнут более открыто говорить о табуированных темах, перестанут притворяться, что если эти вещи игнорировать, то они перестанут происходить, а также избавятся от предвзятости в пользу одной из сторон и смогут оценивать каждую ситуацию, исходя из предоставленных доказательств, прежде чем выносить суждения. Но нет. Если на бумаге обе стороны невиновны, пока не доказано обратного, на деле же все уходит в крайности. В одних случаях условный присяжный всегда становится на сторону жертвы, заведомо отвергая возможность ложных показаний, в то время как в других руководствуются поговоркой «одной ладонью не похлопаешь», подразумевая, что всегда виноваты обе стороны, хотя в 90% случаев обвиняется именно жертва, например, потому что слишком вызывающе одевалась. Очень часто все сводится к такому понятию, как «согласие», которое почти невозможно доказать или опровергнуть. К тому же, какая цена согласию, которое было получено при помощи угрозы манипуляций?
или, как в данном случае, в результате запущенного воспитания и испорченного представления об интимных отношениях. Кто-то мог бы даже сказать, что Кармен спровоцировала лесоруба, ведь мы явно видели, что ему все это было ни к чему. Но прийти к подобному заключению означает полностью проигнорировать все улики, которые нам предоставляет игра. Не нужно быть детективом, чтобы определить, кто здесь жертва, а кто лесоруб. Да и смысл не в этом. Главное, чтобы мы с вами об этом задумались. Чтобы как можно больше людей были осведомлены о том, как эти вещи происходят. И впредь хотя бы чуточку задумывались перед тем, как делать поспешные выводы. Скарлетт была в семье самой старшей, а это означало, что на нее ложилась вся ответственность за сестер. Ей приходилось заниматься готовкой, уборкой, стиркой, ходить за покупками, и никого не волновало, чего она хочет на самом деле. Ей нравилось искусство во всех его проявлениях, но больше всего – музыка. Она даже умела играть на пианино, и у нее, несомненно, был талант. Однако любые мечты, которые она могла себе построить, разбились о суровую реальность. Ей лишь оставалось убеждать себя, что не бывает света без тьмы, улыбки без слез, и что однажды все переменится к лучшему. Потому Скарлетт все время выглядит угрюмой, холодной и апатичной, возможно, даже пугающей. Но это лишь естественная реакция на окружающий мир. Всякий раз, как она пыталась отдохнуть от забот, они все никак не уходили из ее головы. Собрать разбросанные по дому игрушки, развесить белье, нарезать овощи, проверить, не остался ли включенным телевизор. Даже простой поход к бабушке превращался в очередную задачу, требующую выполнения. Сворачивая с тропы, она прекрасно знала, что в лесу можно заблудиться. Но она уже давно не ребенок, чтобы потеряться, как забытая игрушка. Хотя, возможно, ей просто было все равно. Во мрачных стволах деревьев она видела много знакомого. Они утратили свою листву и были обречены смиренно наблюдать за тем, как жизнь проходит мимо, притворяясь, что все так, как и должно быть. Скарлетт была так погружена в свои мысли, что едва не пропустила нечто удивительное. Ее взгляд остановился на куполе, напоминающем сцену. По крайней мере, так ей показалось издалека. Неужели кому-то взбрело в голову построить в этой глуши театр? И правда, это был небольшой театр под открытым небом. И, судя по общему состоянию, стоит он здесь уже давно. На самой сцене стояла старенькая пианино, такое же блеклое, как и все вокруг. Не в силах сопротивляться, Скарлетт уселась рядом и начала играть. Она даже не обратила внимания на незнакомца, который начал показывать ей правильные ноты. Его длинные тонкие пальцы будто бы касались клавиш ее души, и она впервые за долгое время позабыла обо всем на свете. Опомнилась Скарлетт уже стоя у ворот бабушкиного дома. В спешке скрыться от проливного дождя, она не сразу заметила, как изменился дом с ее последнего визита. Вся мебель была обернута в пластик, а кухонные утвари напоминали лишь темные силуэты на обоях. По полу были расставлены пустые банки с идеальной, почти маниакальной точностью. Чего нельзя было сказать о библиотеке, в которой книги были небрежно сложены на полу. Музыкальные инструменты ускользали из виду, кружились в полном беспорядке. И, наконец, в последней комнате перед Скарлетт предстал белый занавес, озаряемый светом прожекторов. Только в этот момент она наконец поняла, что ее представление подошло к концу. Свет и тьма, гармония и хаос. В нашей жизни бывают как светлые, так и темные полосы. Потому мы делаем все возможное, чтобы пройти через все невзгоды, надеясь, что однажды с нами должно произойти что-то хорошее. Но в таком случае с приходом светлой полосы появляется страх перед неминуемым приближением темной. Как радоваться покорению вершины, зная, что впереди ожидает мучительный спуск вниз? Стоя в долине, кажется, что подъем и вовсе того не стоит. Так долго карабкаться только ради мимолетного удовольствия, которым невозможно полностью насладиться, в котором нельзя остаться навсегда. Как сказала бы Руби, какой смысл желать чего-то, если не можешь иметь все? Скарлетт смирилась со своей судьбой, бросила мечты о музыке и театре вместе с верой в благородных мужчин, утопив свои желания в повседневной рутине.
У нее попросту не было выбора. На нее свалилась ответственность за сестер, о которой она явно не просила. Ей стоило бы наслаждаться остатками молодости, но кто-то же должен поддерживать порядок в доме. Она твердит себе, что приносить подобные жертвы – это в порядке вещей, что все вокруг это делают, скрывая свою боль под масками. Значит, и она должна. Только собирая цветы или выпив немного вина для снятия стресса, она позволяет себе немного расслабиться. Но как бы она ни пыталась избавиться от глупых фантазий, ей по-прежнему нравится искусство. Ее душа желает писать стихи, сочинять музыку, витать в творческих кругах, где проявляется истинное величие человечества. В лесном театре она встречает своего волка, утонченного музыканта, который возрождает ее любовь к творчеству. Он не требует постирать свое белье или приготовить поесть, а просто учит ее игре на пианино. Вроде простой поступок, но для Скарлетт он действительно многое значит. Эта история не о болезненном опыте, который оставляет отпечаток на жизни очередной сестры, по крайней мере, не в привычном смысле. Если другие девочки приходили к осознанию того, настолько жестокой может быть жизнь, то Скарлетт это известно с самого начала. Она не дает себе подниматься на вершину, считая, что ее место в долине, что любой повод для счастья обречен на провал. Потому она запрещает себе мечтать, даже на сцене с волком. Но в бабушкином доме Скарлетт осознает, что пытаться контролировать хаос бессмысленно, он есть и будет. Что, убивая свои мечты, она лишь дает собой манипулировать, отказывается от собственной воли. Можно надеть маску, как другие, и, сцепив зубы, продолжать шагать в одном направлении. Но это не означает, что нужно просто сдаться. Там, в театре, занавес был для нее концом, символом смирения со своей участью. Но в доме она наконец дает своим мечтам шанс, позволяет себе немного детской наивности, решает оставить свой привычный взгляд на жизнь. Может, не полностью, но хотя бы на этот раз. Ведь бросить попытки взобраться на вершину означает никогда не познать удовольствия от этого свершения. И неважно, насколько болезненным будет спуск вниз. Проделанный путь определенно того стоит. При взгляде на истории всех 6 девушек несложно задаться определенными вопросами. Что является метафорой, а что произошло на самом деле? Насколько реален сам лес? Пожирает ли демоническая бабушка души своих внучек? И что все это вообще означает? Нетрудно догадаться, что главной темой игры являются травмы, и то, как они приводят к вынужденному взрослению в том или ином виде, преподают нам жестокий урок. Рано или поздно мы впервые сталкиваемся со смертью, что полностью меняет наше представление о жизни. Осознаем ничтожность человечества перед Вселенной и течением времени, а также учимся идти на жертвы, адаптируясь под неподвластные нам обстоятельства. Неприятности, встреченные на жизненном пути, делают нас теми, кто мы есть, формируют наше мировоззрение, характер, напрямую влияют на то, как мы взаимодействуем с окружающими. «Что нас не убивает, делает нас сильнее» – фраза хорошая, но не совсем правильная. Ведь часто то, что нас не убивает, заставляет сожалеть, что нас не убило. Травмы могут сделать нас сильнее только при условии, что мы сможем с ними справиться. Но если наших сил недостаточно, а стыд, гордыня и страх не дают обратиться за помощью, то, что должно послужить жизненным уроком, может полностью уничтожить тягу к самому предмету. Но каковы альтернативы? Оставаться ребенком, отстраненным от внешнего мира и его опасностей, и никогда не познать настоящей жизни? В игре есть эпилог, который открывается после прохождения основных историй, в котором мы играем за таинственную девочку в белом. У нее та же цель, что и у сестер – навестить бабушку. Однако ее путь полностью лишен какой-либо опасности. Она не способна заблудиться в лесу, всегда зная, где находится тропа. Ей нипочем проливной дождь. А единственный волк, с которым она сталкивается, оказывается лишь безобидным чучелом. Она проходит через те же комнаты, в которых другие девочки встретили свой конец, но эта участь обходит ее стороной. Девочка в белом единственная, кто добирается до бабушки в целости и сохранности. По крайней мере, так можно предположить,
пока она не предстанет перед нами в запятнанном кровью платье. Она видела, какими опасностями наполнена жизнь, и, дождавшись возвращения сестер, уходит обратно в лес, подальше от жестокой реальности. Ей больше по душе играть в ладушки, жить в палатке и помогать девочкам выйти обратно на тропу, ведь она не хочет, чтобы с ними случилось что-то плохое. Но какова цена такого существования? Строго идя по тропе, никуда не сворачивая, мы не только избегаем опасностей, но и лишаемся всего хорошего, что может с нами произойти. В конце нашего пути, что мы сможем вспомнить, оглядываясь назад? Как шли по скучной дорожке, вытоптанной для нас заранее? Пустой взгляд набитого паклей волка, напоминающего о всех потерянных возможностях? Травмы могут нас разрушить, заставив собираться по кусочкам, а трещины останутся навсегда. Это правда. Но это является неотъемлемой частью жизни, которая нам попросту не подвластна. Даже управляя персонажами в игре, мы не имеем полного контроля над их судьбами. Исход каждой истории – это последствия выбора самих персонажей. Да, мы можем бегать по лесу, избегая волков бесконечно, или даже выйти из игры, дабы оградить девочек от опасности. Однако, так или иначе, нам все же придется позволить обстоятельствам случиться, какими бы тяжелыми они ни были. The Path является наглядным доказательством того, что видеоигры – это искусство. И наоборот, искусство порой неплохо смотрится в игровом формате. У этого, безусловно, есть свои недостатки. Ведь для того, чтобы найти аудиторию, способную в полной мере это самое искусство оценить, нужно правильно его преподнести. С одной стороны, если бы The Path была полностью созерцательным арт-объектом, у нее бы не получилось так же хорошо передать основной посыл, ведь смысл как раз в нашем прямом участии. А если бы в ней был полноценный геймплей, направленный на более опытных игроков, это наверняка сказалось бы на подходе к сторителлингу, который и делает игру такой уникальной. Вот и получается, что вместо того, чтобы угодить одной из этих ниш, The Path отстраненно стоит где-то посередине, ожидая, что кто-то наконец наткнется на нее по воле случая. При этом, если ожидать от нее полноценного игрового экспириенса, вы разочаруетесь, а если идти в нее не ожидая вообще ничего, ее запутанный сюжет и метод толкования могут попросту оттолкнуть. Это определенно одна из тех игр, для которых требуется подходящее настроение. К счастью, последние несколько лет ударили по моей менталке так сильно, что я уже инстинктивно начал тянуться к подобным играм. Думаю, вы и так поняли, что The Path понравилась мне довольно сильно. После первого прохождения она не шла у меня из головы неделями, заставляя мысленно собирать всю историю по кусочкам. И не только с целью выяснить, что же в ней все-таки произошло, а скорее понять, что увидел в ней лично я. В ней нет диалогов, озвученных известными актерами, и кучи записок с кусочками лора вселенной. Но ей все равно удается сказать очень многое, при этом не говоря ничего. Даже комментарии самих разработчиков максимально расплывчасты, чтобы не давать игрокам какой-то конкретной версии. У игры есть четкий посыл, проходящий через все истории, но для всего остального приходится подключать воображение. В этом и прелесть игры. Неважно, чьи выводы являются правильными, важно то, что мы к ним вообще приходим, и что они для нас означают. Хороший предмет искусства не просто заставляет задуматься, но и порождает дискуссии, в которых люди делятся своими наблюдениями. Это позволяет взглянуть на одно и то же произведение с разных сторон, что в свою очередь делает общий экспириенс более глубоким и ценным. К сожалению, в современной игровой индустрии принято рассказывать очень безопасные и односторонние истории, пренебрегая способностью игрока прийти к нужным выводам самостоятельно. Попытки скрыть за множеством нюансов очень простой посыл, который ввиду неуверенности сценаристов при частом напоминании попросту обесценивается. Благодаря чему игры вроде The Path ощущаются как глоток свежего воздуха, несмотря на то, что она скоро сможет самостоятельно покупать алкоголь. Тяжело измерить ее вклад в индустрию, так как о ней вроде как известно многим, но лишь в определенных кругах, что в глобальном плане является лишь каплей в море. Однако для меня, и возможно для вас, она стала чем-то особенным, чем-то важным и близким. Мы можем лишь понадеяться, что The Path будет и дальше находить тех, кто в ней нуждается. И даже если Tale of Tales решат больше не возвращаться к созданию подобных игр, по крайней мере, их наследие
не будет забыто. Эй, спасибо, что досмотрели до самого конца, и надеюсь, что вам понравилось то, что вы увидели. В этот раз я не буду напоминать про лайки, подписки и прочую чушь. Но вместо этого попрошу вас поделиться собственными мыслями по поводу этой игры. Сегодня я рассказал вам свою версию. Теперь ваша очередь. Может, вы увидели что-то, что я проглядел, или у вас есть какая-то безумная теория о происходящем. А может, то, как вы узнали об этой игре, само по себе является интересной историей. Знаю, что комменты на ютубе нужны для одинаковых шуток и негатива, но почему бы это не изменить? Хотя бы на этот раз. Также хотел сказать, что выход этого видео затянулся по нескольким личным причинам, но все это время не было потрачено впустую, и следующего так долго ждать не придется. По крайней мере, я на это надеюсь. Так или иначе, еще раз спасибо за просмотр, мирного неба вам над головой, и увидимся в следующий раз.